Лето уже близко, а сумки все еще нет. Сегодня буду шить яркую летнюю сумку, ту самую, в которой поместится абсолютно все. Она подойдет для прогулок по городу, поездок на пляж и вообще для любых целей. С такой сумкой вы точно не останетесь без внимания. Сегодня буду использовать обрезки тканей самого разного вида, размера и качества. Из этого веселого хаоса буду создавать полотно для сумки. Подкладка в сумке тоже будет с летним настроением. Открываешь, а там настоящее лето. И небольшой эксперимент – виниловая пленка. Еще ее часто называют мягкое стекло. Из нее буду шить впервые. Сегодня лоскуты сшивать не буду. Вместо этого беру ножницы и измельчаю ткань в крошку. Получается вот такая яркая текстильная крошка. К нарезке подхожу творчески. Некоторые лоскуты похожих оттенков соединяю вместе и потом измельчаю. Получается яркое разноцветное конфетти. Заготовки выглядят невероятно. Настоящий взрыв цвета. Теперь все это нужно перенести на клеевой флизелин. Под него сразу подложу лист бумаги, чтобы было удобно перенести под утюг. На флизелине размечу направляющие линии. Это поможет мне создать четкий графический рисунок. Чтобы границы рисунка получились аккуратными, буду использовать обычную линейку. Кладу линейку по направляющей и рассыпаю крошку. Ширину полос можно делать любую. Подравниваю линейкой край и слегка уплотняю. Между основными полосами можно добавить узкие полоски нейтрального цвета. На их фоне основные полосы будут выглядеть более четко. А можно просто сделать плавный переход между цветами, собрать полотно в виде градиента или наоборот сыграть на контрасте. Стараюсь выкладывать крошку равномерным тонким слоем, чтобы все кусочки соприкоснулись с клеевой основой и надежно зафиксировались. Когда все готово, отправляю под утюг. Мне подарили утюг с керамической подошвой, поэтому я могу запечатать все слои прямо так, не боясь, что лоскуты прилипнут к утюгу. Если утюг самый обычный, лучше взять бумагу для выпечки. Просто накройте ей полотно и проутюжьте. Соберу заготовку для стежки. Нижний слой – это подкладочная ткань. Ее кладу изнанкой кверху. Дальше наполнитель. У меня слимтекс. Следующий слой – мое яркое полотно с крошкой. И завершит все это виниловая пленка. Чтобы не нарушить целостность пленки, вместо булавок использую зажимы. Прежде чем стягать основное полотно, я протестировала несколько разных лапок на образце. Шагающая лапка работает, но продвигать заготовку под лапкой я все же помогала. Тефлоновая лапка работает точно так же, поэтому свой выбор я остановила на ней. С остальными лапками у меня как-то не сложилось. Иглу пробовала номер 90 для джинса и универсальную. В итоге оставила универсальную. Нитки у меня обычные, полиэстер. Мое первое полотно из мягкого стекла готово. Думаю, для первого раза получилось совсем неплохо. Эксперимент удался. И еще хорошая новость. При стежке заготовку не повело, подкладка не убежала. Полотно ровное и хорошо держит форму. Думаю, можно вполне обойтись без влажно-тепловой обработки. Заготовка при стежке потеряла в размере, но ее вполне достаточно для задуманного размера. Чтобы закрепить срезы, проложу зигзаг по всему контуру прямоугольника. Вырезаю детали у самого края шва. Делать это лучше с изнаночной стороны, чтобы не повредить строчку. Посмотрите, какая интересная получилась фактура. Рисунки на деталях отличаются. Можно посмотреть и выбрать нужный вариант. Пока отложу в сторону и займусь молнией. Чтобы в процессе использования бегунок не слетал, сделаю ограничители. Подрезаю молнию и огибаю полоской прямо поверх зубчиков. На мой взгляд, смотрится очень даже неплохо. Закрепила хвостики двухсторонним скотчем.
Так будет работать проще. Чтобы доступ в сумку был удобный, длина молнии не меньше 55 сантиметров. Обтачка для молнии будет из мягкого стекла. Вырезала два прямоугольника 36 на 10 сантиметров. Укладываю молнию на длинный край прямоугольника, сгибаю обтачку и накрываю молнию вторым краем. Для фиксации тоже использую зажимы. У меня обычная спиральная молния номер 3. Она достаточно тонкая, и пришивать ее буду просто тефлоновой лапкой. Думаю, что и вторая строчка здесь не помешает. С молнией разобралась, пока отложу в сторону. В большой сумке никак не обойтись без кармана для телефона или ключей. Сделаю его на молнии. Технология сборки кармана очень проста. Для начала нужно вшить молнию между узкими краями прямоугольников. Молнию беру на пару сантиметров длиннее. Так работать удобнее. Поставлю закрепку с одной стороны и проложу отделочные строчки с обеих сторон от молнии. Края обработаю полосками контрастного цвета. Карман готов. Можно переходить к сборке. Сборку начну с передней панели. У кармана я оставила хвостики из обтачки. С их помощью можно выбрать удобное положение кармана. Я длину кармана рассчитала, поэтому просто совмещаю его с верхним срезом. Сверху кладу планку с молнией лицевой стороной вверх. Накрываю все это обтачкой черного цвета шириной 3 сантиметра. Все слои закреплю зажимами. Соединю обычной прямой строчкой, отступив от края 5 мм. Длина стежка средняя, 3 мм. Припуски обогну обтачкой и зафиксирую ее с лицевой стороны. Шов прокладываю как можно ближе к краю. Сразу подготовила переднюю и заднюю панель сумки. На деталях сумки размечу место для крепления ручек. Чтобы поддержать черную обтачку, ручки сделаю тоже из черной стропы. Ширина 3 сантиметра. У меня 1,5 метра. Разрезаю пополам и получаю длину ручки 75 сантиметров. Это идеальный размер, чтобы носить сумку было удобно и в руках, и на плече. Между ручками добавлю декор, тоже черного цвета. И важный момент. Когда пришиваем ручку, карман и молнию нужно отогнуть в сторону. Ручки я всегда пришиваю прямоугольником с крестиком внутри. Чтобы сделать боковую деталь сумки, мне нужно определить ее длину вместе с дном. Готовые детали пока отложу в сторону и сделаю вставку для дна сумки. Сначала ткань укреплю серпянкой. Она на клеевой основе, и работать с ней довольно просто. В качестве уплотнителя Slimtex 100 грамм на метр. Простегаю все слои вместе, чтобы получить плотную вставку. Боковую часть сумки сделаю прозрачной. Вырезала полосу из мягкого стекла, определяю центр, беру подготовленную вставку и укладываю ее строго по центру. Соединю ее с прозрачной основой. По бокам добавлю прозрачные карманы. Дно соединила. Добавила металлические кнопки. Это больше для декора. Карманы закрепила внизу и по боковым швам. Верх ботана обработала черной обтачкой. Все детали полностью готовы. Остался последний шаг. Соединяю ботан с передней и задней панелями сумки. И опять никаких булавок. Совмещаю контрольные точки и фиксирую детали зажимами. Сначала соединю детали между собой. Делаю это с помощью узкой лапки для втачивания молнии. Затем все той же лапкой пришиваю обтачку шириной 3,5 см. Огибаю припуски и зафиксирую на лицевой стороне зажимами по всему контуру. Строчку прокладываю у самого края. Помогаю себе распарывателем. Углы я слегка скруглила, чтобы было удобнее обрабатывать. Этот участок прохожу не спеша,
в ручном режиме. И дальше все как обычно. По краям ставлю усиленные закрепки. Сборку сумки закончила. Как видите, все оказалось довольно несложно, хотя на первый взгляд так и не скажешь. Недаром бытует мнение, что каждое следующее изделие всегда будет лучше предыдущего. И последний штрих. Одеваю бегунок на молнию. Теперь мне осталось обработать только край молнии. Ну что ж, сумка готова, и ее можно рассмотреть внимательней. Текстильное конфетти под глянцевым винилом смотрится просто невероятно. Яркие цвета притягивают взгляд. Сбоку прозрачные карманы. Идеальное решение для лета. Сюда удобно положить очки или бутылочку с водой. Давайте заглянем вовнутрь. Молния хорошо открывается. Удобный доступ в сумку. Внутренний карман тоже на молнии. Сюда можно спрятать что-то от посторонних глаз, чтобы все ценное было в безопасности. Внутри сумка вместительная, для прогулок и пляжа в самый раз. Мой первый опыт работы с винилом оказался удачным и довольно интересным. С удовольствием прочитаю ваши комментарии на эту тему. Спасибо, что провели это время со мной, а я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!